11 марта 2023 года. Город Санкт-Петербург. Время 11:33. За бортом интернет-ресурсы показывают минус 6 градусов. Но днем было... днем, глупость говорю. Ночью было минус 22. Написал мне мой друг из-под Симагина. Недалеко это от Питера, километров 30, наверное. В Питере было, когда в 7 утра я встал, было минус 12. Так что прохладненько. Но уже, видите, ночная холодная температура, а дневная значительно теплее. Разбежка такая, что градусов 15 разница. Видите, так вот минус 6 сейчас и минус 22 ночью. Это у нас 16 градусов разница в температурах. Это явный признак весны. Явный признак того, что солнышко уже начинает греть. Греть и греет нормально. Конечно, еще облачность не позволяет хорошо прогреться. Так, а мы как поедем-то? Так, ветер опять сменился. Слушайте, ветер, судя по дыму на ТЭЦ, ветер восточный сегодня дует. И достаточно сильный. Как мне его вам показать? Вот видите, там в трубах почти горизонтально сдувает. Вот. Ну и впереди вон, наверное, тоже видите. Хотя, конечно, угловая величина тех труб, которые видны на горизонте, она маленькая, но может быть что-то и увидите, если присмотритесь или остановите. Специально записываю. Я не записываю 4К, потому что 4К эти никому не нужны, а вот частота кадров 60 кадров в секунду, да, вот это вот более, мне кажется, даже актуальный и нужный показатель для записи. Так, слушайте, я все-таки хотел прокатиться мимо Летнего сада. Через центр города. Ладно, это завтра. Сегодня поедем. Сегодня поедем здесь без всяких изысков. Морозец, солнышко. Подсушивает сухая дорога. Видно, что ее подсаливали, потому что она вся белесая. Вот едут на мост в перпендикулярном направлении. Вот это вот культура вождения. Вот они встали в правом ряду. Мы, конечно, им должны уступать дорогу. Вот в Финляндии так не поступают водители. Он пропустил, ну вот, пожалуйста. Тут сейчас меня не пропускает, но он едет в правом ряду. Почему не встать в левый ряд и не дать мне проехать? Потому что вот такой вот нет у нас культуры вождения. Нет культуры вождения. К сожалению.
Почему я привожу часто в разговоре в Финляндии? Ну, потому что там, наверное, я больше всего бывал. Я на машине ездил во Франции, в Испании, в Греции. Ну, Франция, Испания, Греция. Так, что думаю, где я ездил-то на машине? Ну, Эстония я не беру. Ну, Эстония будем считать. Хотя курица не птица, Болгария не за граница. То же самое теоретически можно сказать про Эстонию. Для меня Эстония это не за граница. Раньше мы в Эстонию ездили на выходные пиво попить, будучи студентами. Но теперь эстонские товарищи решили, что они очень самостийны и не хотят, чтобы мы ездили к ним пить пиво. Ну, не хотят, значит, не надо. Будем у нас пить пиво. Когда-то Эстония была такая, вообще Прибалтика вся была какая-то такая, она выглядела в Советском Союзе как за граница. Ну, для нас она представлялась как за границей, хотя в реальности какой за границей не являлась. Вот, но там было всяческих вот таких увеселительных заведений, где можно было попить пиво, значительно больше, чем у нас. Если брать пропорционально населению того же Таллина. Вот. Знаете, что интересно, тут такое расположение транспортных средств в полосе движения. И если там помещаются два транспортных средства, то они имеют право ехать два. Вот получается формально здесь мы поместились двое, и мы имеем право ехать двое. Мне вообще это не нравится. Потому что когда помещается двое, кто-то должен один иметь приоритет, а кто-то должен быть, кто-то мастер, а кто-то слейв. И вот кто в этой ситуации? Ну, это я как про диски сказал. Вот, в компьютере. То есть кто-то должен быть главным, кто-то второстепенным. И вот тут вот посмотрел какой-то ролик, ну, вроде бы так, там парень так рассказывает, и подписчиков у него много, и объясняет, вроде бы как выглядит все очень, как это сказать-то, выглядит все очень правдоподобно. Вот, и целая неразбериха возникает, как и кто, но в этой ситуации должен кому уступать. Если вдруг идет сужение проезжей части, ну, в общем, такое вот. Считаю, что во многих местах это просто неправильная разметка, которую нанесли
и которую сделали проектировщики для какого-либо перекрестка. Так, а я куда еду? Я еду на работу, друзья мои. Вот куда можно еще ехать? Я встал с утра. Мои уехали в школу. Я остался дома, посидел за компьютером дистанционно. Кое-что мне надо было сделать на связке, как раз дом-работа. Сделал. Ну, а теперь есть чем позаниматься на работе. Я лучше чем-то позанимаюсь на работе. Какой большой-то едет, а? БМВ семерка. Старенькая, 90-х годов. Классный автомобиль. Тут свежего снежку сколько у нас нападало. Смотрите, какая тут справа. Попадет вам в кадр куча. О, видали? Сколько мы снега с территории вывезли. Иначе бы затонули бы в снеге. В снегу. Или в снеге. Как правильно? В снегу или в снеге?
Почему-то в одном контексте я бы сказал снегу, а в другом бы сказал снеге. Я с русским языком, к сожалению, мой ум имеет технический склад. Доброе. Так, все, друзья мои, я добрался. Бухгалтерия у нас работает. Видимо, что-то просрали. Так уж по-простому говоря. Не справляются на неделе. Всем удачи, всем счастливо.